Для узора набираю число петель кратное 6. Я набрала 24 петли и перехожу к вязанию первого ряда. И я напоминаю, что в данной технике и именно данный узор у меня состоит всего из 2 рядов. Первый ряд вяжется справа налево, второй ряд вяжется слева направо. И затем эти 2 ряда повторяются все время. Сами ряды состоят из множества маленьких укороченных отрезков, поворотных отрезков, но отдельно эти отрезки в ряды я не выделяю, потому что мне так удобнее выделить ритм данного узора. Итак, первый ряд. Первый ряд начала узора. Воздушная петля подъема. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю тушку, подхватываю рабочую нитку, делаю соединительную петлю. Раз. В следующую точку вторая соединительная петля. В следующую точку третья соединительная петля. В следующую точку четвертая соединительная петля. Пятая и шестая. Для первого отрезка первого ряда я вяжу 6 соединительных петель. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке и второй отрезок. Второй отрезок это 6 соединительных петель, но с накидом. И здесь начинаю снова во второе звено от крючка за дальнюю тушку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отрезок готов. Воздушная петля подъема, поворот. И следующий отрезок это 4 соединительных петли обычных. Начинаю снова во второе звено от крючка за дальнюю тушку. Раз. Два. Три. Четыре. Воздушная петля подъема, поворот. И в обратную сторону 4 соединительных петли с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Воздушная петля подъема, поворот и 12 обычных соединительных петель за дальнюю тушку. Но здесь я буду проходить ступеньки, и, соответственно, когда я прохожу ступеньки, я делаю сцепки. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше ступенька, значит делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку. Вот она. Это перемычка от поворота, от воздушной петли подъема. И в нижний ряд. И делаю соединительную петлю через все нити на крючке. 5. 6. Снова ступенька. Снова вкалываю крючок в перемычку. Вот так. И в нижний ряд. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И на этом готов очередной отрезок первого ряда. А вот дальше начинается раппорт. Раппорт это та часть, которая будет повторяться. Итак, какой же здесь ритм? Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и вкалываю крючок во второе звено от крючка. И вяжу
Раз. Вяжу соединительные петли с накидом. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 6 соединительных петель обычных. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидом. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Дальше вкалываю крючок в 2 нити. Это снова в перемычку и в нитку, которая выходит из нее. Так как этот отрезок мы вяжем соединительными петлями с накидом, то здесь вкалывается крючок вот так, и дальше делается накид в нижний ряд и соединительная петля с накидом через все нити на крючке. Это 7 и 8. Вот получается 8 соединительных петель с накидом. Воздушная петля подъема, поворот. И заканчиваю раппорт. Это 16 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вкалываю крючок. Снова дохожу до ступеньки, вкалываю крючок, в данном случае только в одну перемычку, в нижний ряд. 9, 10, потому что здесь петли вяжу обычные соединительные петли, да, поэтому сцепку делаю именно так. Снова вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я сделаю воздушную петлю подъема для удобства, для того, чтобы повторять следующий раппорт. Итак, раппорт закончен, и дальше повторяем его вновь и вновь. 8, 6, 8, 16. 8, 6, 8, 16. И так до конца ряда. Здесь в конце ряда встречаемся вот в этой точке. Я покажу вам, как сделать завершение ряда. Итак, вот я вяжу последний раппорт. Здесь у меня последний участок остается сделать. Но вообще он состоит из 16 петель. 16 здесь делать некуда, здесь только 8 делаем. Начинаю воздушную петлю подъема, поворот я сделала. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка и вяжу 8 соединительных петель за дальнюю дужку. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. Делаю сцепку. И вот последняя, 8-я петля. Последний раппорт в первом ряду готов. Да, видите, здесь просто последний участок немножко короче, чем везде. И остается еще вот этот участок сделать.
Как он делается? Воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли с накидом. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот, 2 обычных соединительных петли. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли с накидом. Раз, два. Здесь снова дохожу до ступеньки. Ступенька, которая делается в ряду с накидами, делается через 2 нити. Вот. Вкалываю крючок, делаю накид и в нижний ряд. Три, 4. Воздушная петля подъема и поворот. И заключительный отрезок в концовке первого ряда — это 4 обычных соединительных петли. Раз, два, 3, 4. Сделаю воздушную петлю подъема для удобства, чтобы начинать следующий ряд. Итак, смотрите, вот он, первый ряд, он готов. Здесь для контроля себя можно считать петли вот между ступеньками раппорта. Здесь всегда будет 6 петель. 6, 6, 6. Вот здесь в начале 2, но это получается как бы петли симметрии или что-то вроде этого. И здесь в конце 4. Итак, готов первый ряд, теперь второй ряд. Второй ряд вяжется в обратную сторону, слева направо, и точно так же состоит из укороченных отрезков. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала. 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 4 обычных соединительных петли. Раз, два, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли с накидом. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот, 2 обычных соединительных петли. Раз, два. И следующий отрезок, смотрите, первого ряда, это вот такой вот будет соединяющий отрезок. И вяжется он соединительными петлями с накидом. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка, вкалываю крючок и вяжу. Раз, два. Делаю сцепку. Сцепку делаю с накидом. 3, 4. Дальше будет ступенька, которая идет через 2 ряда. Раз, два. Да? Вот они, 2 косички, которые нужно сомкнуть. И, соответственно, сцепку делаю тоже через 2 ряда. Вкалываю крючок в перемычку в ниточку. В следующем ряду снова в перемычку в ниточку. Делаю накид на крючке и в нижний ряд. 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть я останавливаюсь ровно в той точке, где останавливается ступенька. Ниже я не спускаюсь. Все, 10 петель связала, воздушная петля подъема, поворот, и дальше начнется раппорт в этом ряду. Числовые последовательности будут все те же самые, что были в раппорте предыдущего ряда. Итак, только здесь наоборот. Я вяжу там, где я вязала соединительные петли с накидом, я делала в данном ряду, я делаю обычные соединительные петли, а там, где я вязала обычные соединительные петли, то я делаю соединительные петли с накидом. Первый отрезок раппорта — это 8 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, и следующий отрезок — это 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше ступенька, значит, вкалываю крючок в перемычку. Здесь делаю простую сцепку без накидов. 7, 8. И последний отрезок в раппорте второго ряда, воздушная петля подъема, это 16 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше ступенька, значит, вкалываю крючок в перемычку в ниточку, делаю накид на крючке в нижний ряд. 9, 10. А вот здесь будет уже двойная ступенька, соответственно, сцепку делаю через 2 ряда. В перемычку в ниточку первого ряда, в перемычку в ниточку второго ряда, накид в нижний ряд и сцепка. Это 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И на этом раппорт готов. Воздушная петля подъема, поворот для удобства, для того, чтобы начать вязать следующий раппорт. Видите, последний ряд раппорта, он заканчивается там, где заканчивается ступенька, да? И именно за счет этого и образуются двойные вот эти ступеньки. А вот как я делаю сцепку, и для чего все это нужно? Для того, чтобы вот в этом месте, где 3 ряда выходят из одной точки, чтобы они вот так вот красиво из одной точки выходили. Дальше повторяем эту последовательность вновь и вновь до самого конца. 8, 6, 8, 16, 8, 6, 8, 16. Встречаемся здесь, покажу, как завершить ряд. Вот я вяжу последний раппорт, здесь остается последний участок. Обычно он это 16 соединительных петель с накидом, но здесь 16 не хватает, здесь хватит места только для 12. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, а второе звено от крючка, вкалываю крючок и вяжу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дошла до ступеньки, значит, делаю сцепку. Здесь сцепка с накидами. 9, 10. Так. Снова ступенька, ступенька через 2 ряда. Вколола, сделала накид в нижний ряд и через все петли на крючке. Это 11 и 12. Раппорт на этом закончен. Воздушная петля подъема, поворот. И смотрите, для завершения самого ряда, здесь очень хорошо видно, вот она, эта часть, остается связать вот эти вот отрезки.
И дальше будем повторять первый и второй ряд заново. Итак, воздушную петлю подъема, поворот я сделала. И здесь вяжу так. 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И на этом готов второй ряд. Дальше возвращаемся к первому ряду. Все числовые последовательности будут точно такие же. Здесь единственное, что начинаем мы точно так же. Да? То есть это будет, смотрите, 6 обычных соединительных петель. Я спешу уже по-быстрому. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот. И вот теперь смотрите, вот этот вот элемент, вот эта проходка. То есть в первом ряду мы вязали по наборной цепочке, и здесь не было столько ступенек. Дальше во всех остальных рядах будет количество ступенек будет больше, потому что у вас под рядом лежит уже не цепочка из наборных петель, а лежит предыдущий ряд, предыдущий второй ряд, а он, соответственно, не гладкий, он не ровный. Поэтому здесь тоже будет сцепка, их будет сцепок будет больше, и будут сцепки через 2 ряда. Но числа все те же самые, что в первом ряду. Итак, вяжу 1, 2, 3, 4. Вообще я никогда отдельно сцепки на схемах не выделяю, и всем тоже рекомендую делать так. То есть видите сцепку, видите ступеньку, делайте сцепку, видите ступеньку, делайте сцепку. Вообще о них не думайте, да? Вот 4 петли связала, вижу ступеньку, делаю сцепку. 5, 6. Но в уме-то я держу, что мне нужно сделать 12. Но дошла я снова до ступенек. 1, 2. И в этом ряду, в лицевом ряду, получается, точно так же вкалываю крючок в один ряд в перемычку. И во второй ряд в перемычку. Здесь обычная сцепка, которая без накида идет. И в нижний ряд. Это 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот получается, дальше продолжайте уже вязать третий ряд. По схеме первого ряда все идентично. Начало третьего ряда я распустила, и сейчас покажу вам, как завершить ряд. Здесь я его тоже завершила, но мне именно в этом желтом образце не хватило пряжи на полный второй ряд, поэтому здесь я вторым рядом завершила, вторым рядом выровняла край, то есть связала все петли в один, так сказать, заход, в одно движение, в одну последовательность, и здесь были соединительные петли с накидом. В данном же случае я заканчиваю вязание после второго ряда. И как выровнять край после второго ряда, да, здесь все тоже очень просто, очень традиционно. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала, второй звено от крючка, начинаю вязать обычные соединительные петли. Их у меня будет 24. Вижу ступеньку, делаю степку. Применяю все то же самое правило про ступеньки. Вижу ступеньку, делаю степку.
и при этом ряд выравнивается. То есть край становится ровный, и такой край вы можете использовать при переходе на какой-то другой узор, либо при завершении изделия, если вы вяжете какие-то прямоугольные изделия данным узором. Довязала я вот данный образец из светлой пряжи. Вот. Край выровнялся. Вот такая получается изнаночная сторона. Это лицевая. И вот образец из желтой вискозной пряжи. Снова это лицевая сторона, а вот это изнаночная сторона. И лучше всего, конечно же, смотреть на данные образцы вот так. Чтобы они имитировали вязку спицами, то вяжем мы их поперек, а смотрим на них вдоль. Вдоль вот этих вот косичек. Такой элемент можно использовать при вязании варежек, митинок, носочков. Да, можно украсить такой косой шапочки или любые другие вязаные изделия. У меня есть на канале целый плейлист таких узоров. Данный узор я тоже добавлю в плейлист, а ссылку на сам плейлист оставлю внизу под видео. Так что подписывайтесь на канал, заглядывайте в плейлист, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.